Часто в комментариях вы мне пишете, что некоторые ингредиенты для моих рецептов очень сложно достать в какой-нибудь пятерочке, ну либо в вашем магазине у дома. Поэтому, как вы уже поняли из названия, сегодня мы с вами будем готовить одно из самых популярных и известных блюд корейской кухни из ингредиентов, которые вы сможете купить в любом магазине. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодня готовим с вами бибимпап, и это блюдо я выбрал не случайно. Зачастую именно бибимпап у большинства людей ассоциируется с корейской кухней, и несмотря на то, что на канале уже есть рецепт этого блюда, я решил, что будет здорово приготовить его из простых и популярных в России продуктов. Традиционно бибимпап подается с соевой перцовой пастой кочудян, ну либо соусом, который делается на основе этой пасты. Но так как некоторые не могут достать этот ингредиент, сегодня я покажу другой вариант соуса, который также часто используется при подаче этого блюда. Друзья, на моем канале полно и других рецептов корейской и паназиатской кухни, поэтому если вы тут впервые, то после просмотра этого ролика обязательно гляньте другие мои видео, я уверен, вы найдете много чего для себя интересного и вкусного. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Как вы видите, все эти продукты достать несложно, поэтому ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также этот список есть и в описании под видео. Готовим на 2-3 порции. Сразу скажу, что вместо курицы вы можете взять говядину, но курица дешевле и она есть везде, именно поэтому я выбрал ее. Итак, начнем с курицы, а точнее с бульона. Традиционно бибимпап подается с куриным, с говяжьим, либо с овощным бульоном. Берем кастрюлю, кладем куриные бедра, заливаем водой, примерно 1,5 литра. Кладем половину репчатого лука, 5 зубчиков чеснока. Включаем огонь и варим час. В процессе варки добавьте соль по вкусу. Далее нарежем овощи. Начнем с репчатого лука. Я взял лук красный, чисто из-за цвета. Можно взять обычный репчатый лук. Нарезаем его перьями. Далее морковь. Ее режем сначала на пластины, а уже потом соломкой. Старайтесь нарезать не слишком тонкой соломкой, мы готовим не салат. Следующий кабачок. С ним все просто. Нарезаем поперек на круги, а уже потом режем так же, как и морковь, соломкой. Листья салата просто собираем в пучок, а потом мелко шинкуем. Далее красный стручковый перец чили. Его просто мелко нарезаем поперек. На небольшие овальчики, но либо можете еще мельче. Друзья, красный стручковый перец чили мы будем добавлять в соус. И добавляется он по желанию. Поэтому если хотите не острый бибимпап, либо он в вашем магазине не продается, то можете этот шаг пропустить. Теперь смешаем соус. Берем глубокую миску. Кладем в нее половину столовой ложки сахара. Далее 4 столовые ложки соевого соуса. 1 столовую ложку 5 либо 6% уксуса, чайную ложку кунжутных семечек, мелко нарезанный перец чили, также можете по желанию добавить мелко нарезанный зеленый лук. Ну и обязательно нужно выдавить 1 либо 2 зубчика чеснока. Все хорошо перемешайте, соус готов. Следующим шагом нам надо обжарить нарезанные овощи. Итак, разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла и кладем жариться репчатый лук. Жарим примерно 1,5 минуты. Обязательно немного посолите. Так будет потом вкуснее. Достаем лук. Далее жарим морковь. Ее придется пожарить чутка подольше. Примерно 2,5 минуты. Тоже обязательно немного подсолите. Как только морковь станет мягкой, можно доставать. Следующим жарим кабачок. Его жарить недолго, примерно так же, как и репчатый лук. Не забываем про соль. Друзья, в качестве добавок в бибимпап можете использовать любые овощи. Можете взять сладкий перец, папоротник. Сюда отлично подойдут грибы. В Корее рецептура бибимпап отличается еще по регионам и времени года. Часто можно в прибрежных районах страны встретить бибимпап с тунцом вместо мяса, ну либо с морепродуктами.
Также набор овощей очень часто зависит от вкуса готовящего, поэтому в разных кафе можно попробовать разные варианты одного и того же блюда. Поэтому смело экспериментируйте. Теперь нам надо пожарить яйцо. Думаю, учить вас этому не нужно, могу лишь дать совет. Если хотите красивое яйцо, без обгоревших краев и с жидким желтком, то жарьте на очень медленном огне, до тех пор, пока не схватится весь белок. Так у вас получится красивая яичница. В Корее, кстати, часто просто отделяют желток от белка и кладут в центр. Но мне нравится, когда есть и белок. Тем временем наш бульон сварился. Выключаем плиту и достаем курицу, лук и чеснок. Если хотите вкус более интересный, то можете во время варки добавить еще корень имбиря и немного черного перца горошком. Только потом все извлеките обязательно. Курица хорошо разварилась, мясо легко отходит от костей. Поэтому берем 2 вилки и отделяем мясо. Не стесняйтесь, можете раздербанить его на небольшие кусочки, а можете и вовсе на волокна. Теперь нам нужно собрать бибимпап. Берем глубокую тарелку, сначала кладем отварной рис, равномерно распределяя его по дну тарелки. Далее добавляем чайную ложку кунжутного масла. Если у вас его нет, то пропускаем этот шаг, но с кунжутным маслом вкуснее. Далее аккуратно выкладываем овощи, морковь, кабачок, репчатый лук, курицу, мелко нарезанные листья салата и аккуратно кладем в центр жареное яйцо. Ну, собственно, все, готово. Подавайте на стол в качестве главного блюда вместе с бульоном, соусом и другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, если вы ни разу в своей жизни не пробовали бибимпап, то обязательно приготовьте и попробуйте. Это очень вкусное блюдо. Не забывайте только перемешивать все перед поеданием. В этом и заключается суть этого блюда. Ну и как вы убедились, все ингредиенты доступные, и приготовить вы его сможете всегда и везде. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поддержите его лайком, ну и напишите в комментариях свои впечатления. Также не забудьте посмотреть другие мои ролики. Я уверен, вы найдете много для себя вкусных и интересных рецептов. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока!